Всем привет! Сегодня у нас по плану прогулка по Биргу. Но пока мы в него не вошли, покажу плоды опунции или мальтийского кактуса. Говорят, они вполне съедобны и используются для приготовления варенья или мальтийского ликера. В самом Биргу с буйной растительностью похоже, но такую вот красоту встретить можно. Благодаря вот таким укреплениям, окружающим город со всех сторон, Биргу выдержал великую осаду, устроенную для него в 1565 году турками-османами. А это гавань, в которой когда-то швартовались корабли ордена госпитальеров. Улочки Биргу не очень широкие, но зато тенистые, а недостаток растительности зачастую восполняется вот такими переносными деревьями. Колокольный звон не является прерогативой бывшей столицы. Просто сейчас на Мальте страстная неделя. Поэтому, как говорится, привыкайте. Еще одна улочка с переносной растительностью. А почему кусты посередине? Так это потому, что так интереснее. Да и пешеходные потоки разделяют. На набережной Биргу улочки пошире, воздуха побольше, и деревья растут из правильного места. Внутри города также есть пара асфальтированных дорог. В частности, по этой курсирует автобус номер 2 из Валетты. В связи с неровностями рельефа, на котором построен город, дорожное покрытие некоторых улочек выполнено в форме длинной лестницы с широкими ступенями, перилами посередине и горшковой растительностью по краям. Церковь Святого Лаврентия – приходская церковь Биргу. Как я уже говорил, лестничные улицы для Биргу – это нормальное явление. А еще они бывают с поворотами, как в данном случае, и с декоративными пальмами. Единственный скверик в Биргу имеется перед церковью Святого Лаврентия. Пиньи, опунции – классический набор для Мальты. Мы же продолжим прогулку по неровным улочкам Биргу, украшенными домашними цветами. И у меня уже появляется мысль, что данная ситуация как-то связана с предстоящей Пасхой. Нигде больше на Мальте я не видел такого количества растений и цветов под стенами домов. Я думаю, что особо внимательные люди заметили пустынность улиц Биргу. Объяснение этому у меня только два. Первая гипотеза подтверждает близость к городу пустыни Сахара, и облажная пыль из Африки, третий день висящая над островами, этому прямое подтверждение. А вот эти арочные ворота называются Порта де ла Виктаира, или Ворота Победы по-нашему. Прямо за воротами находится здание морского музея Мальты, которое раньше являлось военно-морской пекарней Средиземноморского флота Великобритании. Несмотря на отсутствие тростника, водную гладь весело рассекают утки, а вокруг стоит лес из мачт. Еще одной гипотезой, объясняющей пустынные улицы второго старейшего города острова, является несезон. Туристов не так много, и они в основном тусуются в столице Валетте. А когда они там уже вмещаться не будут, вот тогда заполнят и эти улицы. И я даже допускаю возможность, что в сезон из-за большого количества туристов не будет видно даже этих джунглей под стенами. Но есть на Мальте, и не только здесь, еще одна проблема старых городов, и называется она исторический памятник. А данные объекты запрещено перестраивать, и как следствие, жизнь в этих домах лишает людей таких благ цивилизации, как гараж, лифт, супермаркет и так далее. Зато здесь есть возможность разводить кур под мандариновыми деревьями, используя для этого крепостные рвы. Набережная Биргу во времена, когда Мальта была колонией Великобритании, являлась причалом для военных кораблей бывшей владычицы морей. А сейчас здесь очень естественно смотрятся белоснежные яхты. Но вернемся к теме под названием «Исторический памятник». Так вот, из-за проблем с современным комфортом молодежь не селится в Биргу, предпочитая более современные дома и районы,
где есть супермаркеты, торговые центры, подземные гаражи и другие достижения современной цивилизации, до которой столь падки современные молодые люди. А в Биргу, как и в той же Валете, Синглее и других подобных городах, основу населения составляют пенсионеры и люди, близкие к этому возрасту. Большинство из них здесь родилось и прожило всю свою жизнь. Возможно, поэтому эти люди стараются сделать это место, которое они искренне любят, еще красивее. И такое отношение с их стороны к своему городу не только видно, но и чувствуется в самой атмосфере этого места. А это самая известная достопримечательность Биргу – форт Сант'Анджело. Первый форт, который построили рыцари-госпитальеры на Мальте. Серьезное сооружение. Но мне лично улочки города как-то лучше на сердце ложатся. В данном случае мы идем по Хилл-де-Табоне, которую я считаю самой красивой в Биргу. Впрочем, судите сами. А сейчас разбавим немножко красоту улицы видом на яхты в гавани. И снова Хилл-де-Табоне. А здесь, обратите внимание, лестница. И как бы сам собой возникает вопрос: а как тут оказались эти припаркованные машины? Еще одна редкая для Биргу дорога покрыта асфальтом. А это очередная пустынная ступенчатая улица. Но судя по горшкам с растениями, не все так плохо и безлюдно. Ближе к вечеру из этих дверок потянутся в ближайшее кафе местные пенсионеры, чтобы выпить бокал вина и выкурить сигаретку-другую. Но если учесть религиозность мальтийцев и то, что сейчас на Мальте Страстная неделя, нельзя исключить и тот факт, что горожане в данный момент находятся в церкви. Время от времени в Биргу заплывают и большие яхты. Развивая между тем тему набожности мальтийцев, приведу такой факт. Пару раз в открытые двери видели богослужение в составе 5-7 человек перед иконостасом, размещенным прямо на нулевом этаже. Нулевой этаж на Мальте соответствует нашему первому или подвальному. Он не является жилым и, как правило, используется в хозяйственных нуждах. Но, как я уже отметил выше, возможно его применение в религиозных целях. Хотя, если честно, не исключаю возможность, что виденные мною церемонии являлись панихидами. Посмотрите, какая чудная золотая ручка. Колокол на колокольне церкви звонит, не переставая, уже второй час подряд. Впрочем, перед Пасхой звонят все церкви Мальты. Правда, все делают это по своему расписанию. Что же касается темы внутреннего устройства домов в Биргу, то здесь ситуация следующая. Первый этаж, нулевой, как я уже отметил, является хозяйственным. А на втором и третьем, по-нашему, находятся спальни, столовые и гостиные. А в одно целое их объединяет одна большая лестница, в которой площадки между пролетами являются своеобразными холлами со своими окошками, столиками и стульями. На этом я предлагаю закончить кино о нашей прогулке по дневному Биргу. Впереди будет еще видео о ночной прогулке в этом волшебном месте. И, как говорится сейчас, вы видите небольшой отрывок следующей серии. Поэтому не прощаюсь, а говорю пока и до новых встреч!